Друзья, всем привет! Давайте сегодня приготовим прекрасную буженину из свиной шейки домашней свиньи. Приступаем. Возьмите килограмм шейки, обязательно домашней свиньи, это немаловажный факт. Еще нам понадобится 7-8 зубчиков чеснока, лаврушки, несколько листочков, гвоздики, штук 7-8, много не надо, она очень пряная и сильная. Горошком перец, у меня смесь перцев, 1 чайная ложка и 1 чайная ложка кориандра. Перец и кориандр я перекладываю в ступу и перемалываю венчиком. Желательно, чтобы специи были свежие, для того, чтобы их легче перемалывать, я добавляю немного туда соли, тогда они получаются более равномернее. Чеснок я делю на 3 части, каждый зубчик. Затем я делаю надрезы в куске мяса целом и туда просовываю бессистемно, чтобы они были, естественно, не в одной куче. Нарезанный кусочками чеснок. Точно так же в эти же надрезы я через один запускаю гвоздику. Затем смесью перца и кориандра и соли, естественно, обильно смазываю мясо с обеих сторон. И еще немного присаливаю, потому что кусок мяса очень большой, поэтому соли нужно много для того, чтобы она пропиталась во время маринования. Точно так же, как и чеснок, в разные места я укладываю лавровый лист, точно так же прорезая специальные отверстия. Затем это кладу все в кастрюлю, накрывая плотно крышкой. И где-то на 8-10, а то может быть и 12 часов ставлю в холодильник для того, чтобы мясо хорошенько промариновалось. На следующий день достаю маринованное мясо, заворачиваю в несколько слоев фольги. Плотно. При этом надо хорошенько сжать мясо, чтобы оно там в фольге было очень плотно завернуто. Укладываю это в чашку мультиварки. На первом этапе мясо будет готовиться именно там. И наливаю туда полстакана воды, ставлю в мультиварку в режиме выпечки на 1 час. Через 1 час я мясо достаю и препарирую фольгу для того, чтобы вытащить уже горячее. Практически буженина уже готова, но я решил ее немного улучшить. И вы сейчас посмотрите, что из этого получится. Для того, чтобы получить красивую корочку, я сделал смесь из чайной ложки горчицы и 2 столовых ложек меда. Все это тщательно перемешал. И затем уже положив в тару для выпекания в духовке кусок готовой уже буженины практически к употреблению, я смазал тщательно медово-горчичной смесью этот кусок мяса с одной стороны, с верхней, потому что переворачивать мясо во время запекания в духовке я не собираюсь. Достаточно будет запечь его с одной стороны, для того, чтобы оно получилось красивым и с корочкой, приятной и вкусной. И ставлю это в духовку где-то на 15 минут в режиме верхнего гриля. Вот так, потом вот такое шкварчащее мясо достаю из духовки. Теперь уже можно его нарезать и пробовать, какое оно на вкус. Оно получилось очень сочным и очень нежным. Внутренняя часть мяса, невзирая на то, что кусок очень большой, пропеклась очень хорошо. Если у вас кусок более плоский, то можно и меньшее время, за 45-50 минут его приготовить в мультиварке. Вот посмотрите, какой сочный кусок буженины у меня получился. Извините, я не сдержался, кусочек решил сразу попробовать. Очень вкусное, пряное, приятное мясо. Готовьте вместе со мной, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики.
ставьте лайки. Если этот ролик вам понравился и рецепт вам понравился, ссылку отправляйте в социальных сетях и мессенджерах друзьям. До новых встреч!